Овны, всех приветствую. Приветствую вас, мои хорошие, мои родные или мои любимые. Я, хоть и с опозданием, но выполняю для вас ваш расклад на 2022 год, на год черного водяного тигра. Работать, как всегда, буду в своей традиции с двумя колодами. Буду просматривать для вас событийный ряд по всем значимым сферам, чтобы раскрыть для вас энергии года, какие у вас события будут складываться. Ну и, в принципе, посмотреть, к чему готовиться, какие взять себе заметки на вооружение и каким для вас будет этот год. Итак, работаю сегодня с двумя колодами. Руническое Таро и мое любимое Таро Золотой Нити. Куда же я без него? Абсолютно никуда. Поэтому настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Давайте сосредоточимся. Кстати, я ранее в предыдущих годах запечатала вам желание. Вот сейчас буду делать несколько иначе. Вот, пожалуйста, пока идет расклад, вы подумайте, что бы вы хотели, чтобы исполнилось у вас в рамках этого года. А в конце, когда я буду закрывать свечу и ее запечатывать, я буду тихонечко говорить одну вещь, один заговор, чтобы оно у вас сбылось. То есть вы, пожалуйста, настройтесь, подумайте. И в конце итога, когда мы будем с вами закрывать картой ангела-хранителя, мы сможем это желание запечатать. Итак, настраиваемся и будем смотреть, что же вас ожидает в рамках этого периода. Общие энергии у вас здесь идут в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни, неожиданные события, карта года, карта совет. Надеюсь, там хорошо видно. Ну и давайте положим здесь, что уйдет, что придет. То есть на что нужно будет обратить внимание. И теперь эти арканы мы с вами будем раскрывать. Итак, общая энергия в плане бизнеса и работы у вас падает дьявол. Вопросы созависимых ситуаций. И, безусловно, по дьяволу это, знаете, те условия, на которые вы повлиять не можете. Но мы сейчас должны с вами раскрыть эту карту и посмотреть, от чего вы посредственно здесь будете зависеть. Итак, какова у вас здесь ситуация? Давайте посмотрим с вами. Вот не зря говорю созависимые, да, нюансы. Пятерка жезлов, видите, борьба, конкуренция, вот она здесь привязана. Шестерка мечей и четверка пентаклей. Итак, о чем говорят здесь эти арканы? Это в первую очередь научиться двигаться дальше, выходить из созависимых ситуаций. И как бы странным это сейчас не прозвучало, для того, чтобы получать хорошую прибыль, получать новые возможности, перспективы роста, не опираться больше на тот опыт, который у вас есть за плечами, фактически от него избавиться, его сжечь, от той стабильности, которая вас привязывала, и идти к новым берегам. Для многих здесь это знаменуется в первую очередь это поездки, переезды с целью трудоустройства. То есть это, знаете, как за горизонтами, потому что здесь для себя вы не будете видеть каких-то новых перспектив, новых возможностей. Для некоторых это, в принципе, выход за рамки, расширение вашей базы, ваших услуг, ваших товаров, если смотреть по этим картам через интернет. Потому что здесь, видите, шестерка мечей сделать так, чтобы о вас узнали. Если мы будем рассматривать эти арканы абсолютно для всех слоев населения. Если вы не работающий пенсионер, то тут быть созависимыми, потому что здесь зависеть от дотации, которую вам дает государство, но помимо всего прочего, шестерка мечей, четверка пентаклей искать для себя дополнительный источник заработка. И если вы в статусе соискателя, то здесь вы в созависимой ситуации. Чтобы получить работу, многим нужно будет переезжать в другой регион, другой город, другой поселок, другая область, в принципе, другая страна, для того, чтобы выйти на новый уровень дохода, в принципе, заработок стабильный получать. Для тех, кто является наемным сотрудником, вы можете осознать, что выше финансового потолка, который у вас есть на данном этапе, вы не прыгнете. Соответственно, нужно что-то менять, идти в новые горизонты. Ну а для тех, у кого свой собственный бизнес, я вам озвучила, здесь нужно активно вкладываться вопросы таргетированной рекламы, в принципе, то, что вам дает вопросы известности, медийности, чтобы расширять ваши перспективы. Теперь давайте посмотрим, что у вас здесь идет по финансам. Ну, у вас финансовый аркан, падает карта мир. Сейчас посмотрим, как для вас это отыграется, как это будет созвучно. Финансовая сторона вопроса. Вот то, о чем я вам говорила. Смотрите, первый аркан, карта мир. Новые возможности. Выйти на новый уровень дохода, новый уровень заработка. У многих, видите, как я сказала, это будет созвучно с переездом, либо с выходом
ну, на пост какое-то вот медийное пространство, то есть выход в интернет. И вот обратите внимание на эти арканы. Девятка жезлов – это тернистый путь. Тройка пентаклей – кропотливая работа. И видите, у вас райдо – путь, свершение, новые достижения, получение денег из двух источников дохода. То есть для кого-то это не просто из серии партнер и работа, это в принципе для кого-то две ветки, два бизнеса, знаете, как начинания какие-то такие важные, значимые, которые вам помогут больше зарабатывать. Так, теперь будем с вами обращать внимание на вопросы здоровья. Секундочку. По вопросам здоровья у вас падает старший аркан сила. Замечательный аркан, но тем не менее нам нужно его раскрыть, чтобы посмотреть, это вы преобразуетесь, либо вы будете прикладывать усилия к достижению новых целей, новых результатов. Поэтому давайте мы с вами посмотрим, какой у вас здесь будет акцент по вопросам здоровья. Ой, какие у вас здесь карты. Итак, сила. И здесь обратите внимание. Паж кубков, императрица, рыцарь жезлов. Даже если вы не великий практик, вы четко здесь понимаете по картам, что для большинства овнов здесь может звучать тема материнства. То есть зачатие, деторождение, либо работа, проверка, диагностика репродуктивных функций, как для женщин, так и для мужчин, с целью, да, перспективы деторождения в будущем. Но для многих, повторюсь, дети, деторождение. Но не все у нас хотят детей, или кто-то уже вышел из детородного возраста. То, о чем здесь идет речь. То есть здесь активно вкладываться в энергию преобразования, потому что сила и по связке этих карт, это в первую очередь прикладывать усилия для изменения вашей внешней оболочки. Видите, здесь у вас паж кубков, императрица и рыцарь жезлов. То есть для того, чтобы привести себя в должный вид. Это физические упражнения, у кого-то это пластические операции, которые направлены на улучшение качества жизни, потому что не всегда пластические операции могут быть связаны с изменением внешнего вида. Это может быть у вас связано по здоровью, например, как вариант ринопластики для того, чтобы лучше дышать. В остальном здоровье здесь стабильное, замечательное. Для мужчин и для женщины, повторюсь, это инвестирование в себя, в свое самочувствие. Для кого-то это активно заняться физической нагрузкой, преобразовать, поменять свой образ жизни для укрепления вашего иммунитета, силы духа и замечательного состояния здоровья. Все, что здесь может у вас идти по арканам, это только вопросы, связанные с болезнями, которые могут переходить еще от детей. Не обязательно, что ваших, это могут быть дети ваших родственников, ваших знакомых, ну, как хватает детские болезни по принципу там ветрянки и прочих моментов. Поэтому, если здесь не болели, будьте бдительны, будьте осторожны. То, что у нас здесь касается вопросов личной жизни. Ну, на горизонте у нас здесь ложится сам император. Для девушек более чем значимая карта, но сейчас раскроем и посмотрим, к чему этот событийный ряд вас приведет. Так, что у вас здесь? Мир, дурак, рыцарь пентаклей. Ну, девчата, у вас здесь, видите, по этим картам появление принца из далеких земель. Потому что по связке карт, ну, во-первых, знакомство через интернет, либо знакомство в дороге, в поездке, знакомство с мужчиной-иностранцем, потому что, видите, здесь падает у вас карта императора. С какой целью? Дно колоды у вас здесь падает луна. Здесь хоть изображено противоборство, да, из серии темных и светлых сил, но вот эта вот руна Отал, которая здесь изображена, это, знаете, как биться за росток жизни, то есть видеть гнездо, строить что-то стабильное. Поэтому и здесь, как вы видите, у вас идут новые стабильные взаимоотношения с мужчиной. Это в большей степени касается для тех, кто свободен. Я сейчас буду озвучивать для каждого из вас. Для мужчин аналогично, но для мужчин это по вашей инициативе. Знакомство через интернет, либо знакомство в дороге, в путешествии, после переезда. Понятно, что у каждого из вас разная ситуация. Кто-то свободен, кто-то не свободен. Давайте поэтому для вас дотянем дополнительные арканы. Посмотрим ситуацию для тех, кто у нас находится в любовных треугольниках. Для вас по семерке кубков это вопрос, знаете, как лелеять надежду. А почему? Потому что здесь очень хочется развития отношений, стабильности, это мечты, это грезы и желание деторождения. Но если смотреть по картам, это, знаете, вопросы гостевого брака или отношений на расстоянии. Поэтому задумайтесь, нужно ли вам будет это. Ну и для тех, кто у нас в стабильных союзах, то у вас здесь все прекрасно. Карта Жрец. Кто встречался, сожительствовал, то здесь даже перспективы построения семьи, венчания. Для тех, кто в браке, но не венчался, это может быть сама по себе ситуация, да, связать себя узами
на небесах. Ну и в целом это карта традиции, построение семьи, это активное влияние мужчины, но это стабильный союз, стабильный брак. Поэтому у вас здесь на самом деле все прекрасно. Так, неожиданные события. Давайте посмотрим, что у вас здесь. Луна. Луна у нас это карта работы с сознательным, бессознательным, глубинными слоями, в принципе, вашего подсознания. Также это проработка внутренних комплексов, страхов, но вместе с тем это карта рода. Карта эзотерики, поэтому она у вас может раскрыться в абсолютно нетривиальном для вас ключе. Посмотрим, что же здесь будет у вас. Башня, восьмерка жезлов, колесо фортуны. Итак, в первую очередь для многих из вас, обратите внимание, это изменение судьбы, родовой линии, отчитка кармических задач, которые идут по роду, которые меняли, ну, то есть поменять свою судьбу в лучшую сторону. Почему? Потому что по этим картам, если был деструктив, то есть активно работать над его чисткой, если это не касалось деструктивных программ, то башня, восьмерка жезлов и колесо фортуны — это, в принципе, молиться за свой род, это отмаливать грехи рода для того, чтобы получить поддержку ваших родственников, ваших предков, которые могли бы вас направить в новую жизнь, в новое русло. Что здесь еще может ознаменоваться? Башня, восьмерка жезлов и колесо фортуны, поскольку у нас Луна — карта рода, как вы видели, на какой-то период времени ваши родственники могут здесь проживать с вами, потому что здесь взять свой кров — обязательство за ваших близких, то есть кого-то приютить, с кем-то здесь жить. Что у вас уйдет? Смерть. Сейчас раскрою, дотяну, посмотрю, какая здесь ситуация. Что у вас уйдет? Безусловно, ситуация это может быть не для всех, но тем не менее, в первую очередь отпустить ситуацию, особенно если у кого-то были усопшие родственники в рамках 2021 года. Сейчас объясню почему. Потому что, обратите внимание, здесь эти викинги отправляют на этой лодке умершего человека, отправляют его в последний путь, сжигают. Паш пентаклей, двойка кубков — это хранить память о своих предках, это получить новый опыт и двигаться дальше. Это раз. И второй момент, здесь кто-то, знаете, отпускает изжившие себя отношения. То есть вы получили новый опыт, новые возможности, но эти отношения вы оставите в прошлом. Это то, что у вас здесь звучит. Вот какая вот нотка. Что к вам придет в рамках этого года? По колесу фортуны. Но это, видите, как кардинального рода перемены. Для кого-то ознаменуется повышением уровня дохода и заработков, для кого-то вопросами переезда. Но то, что год для вас не будет простым, это факт. Сейчас мы с вами посмотрим, что же там будет конкретно. О, ну не зря я так сказала. Обратите внимание, 3 старших аркана. Отшельник, солнце, колесница. Вопросы переезда, вопросы иммиграции, нового цикла, развития внутреннего я. Почему я это говорю? Потому что по связке этих карт это, знаете, как развитие вашей внутренней энергетики. Многие из вас, кстати, могут углубиться в вопросы эзотерики для повышения уровня энергетических вибраций, чтобы у вас был огонь, мотивация жить, творить, любить и двигаться дальше. Но еще раз. Переезд, смена места жительства или активный прорыв в плане своего развития. Но это касается вопросов доходов и заработка, потому что у нас колесница указывает отвечает за эти направления. Так, сейчас мы с вами посмотрим карту года и карту совет. Карта года у нас шут, карта совет повешенный. Шут у нас всегда говорит о ситуации вхождения в новый этап, в новый цикл. Если мы с вами проанализируем, в принципе, нумерологию 2022 года, ведущий аркан у нас это влюбленный, это вопросы выбора, но дополнительно это у нас еще суд и шут. Суд — это связь с родом, и энергия шута — это как вхождение в новый цикл, в новый этап жизни. То есть для вас это в любом случае новые перемены, новые возможности. Я сейчас посмотрю все-таки как в какой нише. Видите, смерть — это вопросы трансформации. А в чем она у вас будет? Ну, туз пентаклей — это все-таки вопросы заработка, увеличения дохода, но еще в связке некоторых карт для некоторых из вас это вопросы зачатия, особенно решение проблемных моментов, кто вот не мог зачать, не мог выносить по ряду причин. Совет по повешенному. Если это касается вопросов деторождения, безусловно, вынашивать, рожать. Во всех остальных моментах повешенный — это карта духовности. Развивайся духовно, развивайся личностно. Если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. И помимо всего прочего, эта карта нам всегда указывает на ситуацию взгляда
под другим углом, под другой точкой зрения. Тут не о жертвенности, не о приношении себя в жертву. Здесь в первую очередь это, видите, правосудие, отстаивать личные границы, перестать наконец-то быть жертвой, быть в чем-то жестким, жесткой, бескомпромиссным и действовать в рамках справедливости. Если мы посмотрим с вами и проанализируем, то для вас наиболее значимой сферой это у вас идут вопросы неожиданных событий. Вот они у вас здесь, личной жизни, и как мы смотрим, то, что войдет в вашу жизнь. Это вот ключевые такие ниши, на которые нужно обратить внимание. Сейчас я надеюсь, что вы уже подумали о желании, о том, что вас волнует, беспокоит. Я даю вам 30 секундочек буквально для того, чтобы вы расслабились, вошли в медитативный процесс, подумали о своем желании. Почему? Потому что данный расклад я выполняю для вас на новолуние. Соответственно, энергия желания, она пойдет в рост. Все то, что вы себе загадаете, пожелаете, я сейчас буду запечатывать. Тем более, видите, у вас здесь карта победы, шестерка жезлов. Потому что в первую очередь этот ангел, архангел, он вам оказывает протекцию в ваших начинаниях, в том, к чему вы стремитесь, за что вы боретесь. Это аркан силы, аркан вдохновения и новых возможностей. Так как вы здесь видите этого ангела, который показывает, что он забирает зло, он дает долголетие, он, в принципе, спасает от недугов, от болезней и от каких-то сложных ситуаций. Поэтому его сигилом мы сейчас будем запечатывать вашу ситуацию, ваш расклад на год. Поэтому вы пока думаете о том вопросе, который вас волнует, о вашем желании, настройтесь, воодушевитесь. Я прочитаю пока тихонечко оговор и запечатаю ваше желание. Все. Ваше желание мы запечатали, поэтому я уверена, оно обязательно у вас отыграется, сбудется. Я вам искренне желаю самого плодотворного, самого насыщенного года. В чем-то он будет для вас непростым, но тем не менее здесь очень много позитивных моментов. Да, много работы, много действий с вашей стороны, но тем не менее это все будет позитивным, будет плодотворным. Поэтому я вам искренне от всей души желаю, чтобы отыгрались исключительно положительные моменты. И как вы знаете, я всегда... Весь негатив, который есть, я для вас перекрываю исключительно положительными арканами, чтобы отыгрались для вас лучшие возможности в вашей жизни. Для вас буду перекрывать арканом Солнце. Почему? Ну, во-первых, стихия энергии огня, достижение новых целей, новых возможностей, то, что вам даст результат, запал энергии, силы и мотивацию жить, творить, двигаться дальше. Ну а самое главное, очень часто у многих из вас опускаются руки, либо не хватает энергии для достижений задуманного. То есть именно для того, чтобы воплотить ту либо иную ситуацию. Поэтому мы сейчас с вами это исправим. И, конечно же, сил. Сил для того, чтобы реализовать вот эти благостные для вас перемены, чтобы для вас все сложилось самым-самым лучшим образом. Пусть так и будет. С вами была ваша Ева. Я вас искренне благодарю за просмотр и до новых встреч.